Друзья, анализируя статистику нашего канала, в последнее время у нас появилось очень много новых подписчиков. Никогда не могла бы подумать, что нас смотрят со всего мира. Хотела сказать слова благодарности за ваши добрые, приятные комментарии. Мы все читаем, нам очень приятно за ваши добрые отзывы. Очень много подходят наших дорогих подписчиц ко мне со словами благодарности. Спасибо вам большое за теплые, добрые встречи. Вот такое королевское блюдо из ребер телятины мы сегодня приготовили вместе с запеченной молодой картошкой и болгарскими перцами и чесночным соусом. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить эффектное королевское блюдо телячьи ребра в виде короны, и запекать мы будем в духовке, а также приготовим ароматные болгарские перцы как гарнир к нашему мясу. Смотрите видео до конца, я думаю, вам будет очень интересно, как мы будем мариновать мясо и как мы будем формировать корону. Итак, приступим к нашим ингредиентам. И, конечно же, все пропорции я напишу в описании под видео. А для нашего блюда нам понадобится в первую очередь, конечно же, телячьи ребра. Или у нас называют еще каре телятины. А также вместо телятины можно использовать и свинину, и говядину. Тоже очень вкусно и ароматно получается. Для нашего маринада нам понадобится соль, паприка, черный перец, немного соевого соуса, горчица, оливковое масло, мед и зубчик чеснока. И, конечно же, болгарские перцы. Я взяла доску для мяса, и мы подготовим сейчас мясо для дальнейшего формирования короны. Нам нужно аккуратненько зачистить вот эти вот косточки. Как мы делаем? Делаем такие надрезы не до конца. И вот в промежутках между ребрами есть вот такие вот кусочки мяса. Мы их отрезаем. И точно так же будем очищать, зачищать косточки со всех ребер. Видите, вот так у нас должно получиться. Вот так у нас получилось. И теперь мы срезаем лишние кусочки мяса, которые нам не нужны. Вот эти, видите? Вот эту полосу мы тоже уберем. Мясо мы уже подготовили. Теперь приступим к приготовлению маринада. Для маринада отправляем в отдельную мисочку, такую пиалочку, оливковое масло. Сюда мы отправим горчицу. У нас горчица медовая, не острая. Соевый соус. И соль, паприку, черный перец, мед, где-то чайную ложку меда. Зубчик чеснока. Видите, у нас такой крупный зубчик чеснока.
Если у вас будет меньше, значит можно брать 2 зубчика. Отправляем в наш маринад. Еще у нас есть розмарин свежий, можно и сушеный тоже. Перемешиваем. И будем мариновать наши телячьи ребра. Розмарин такой ароматный, идеально подходит именно к телятине. Мне так нравится именно в маринаде розмарин. Кисточкой хорошенько натираем. И эту сторону тоже заливаем маринадом. Я приготовила пищевую пленку. Накрываем обязательно пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа. А еще лучше приготовить заранее, с вечера, замариновать, отправить в холодильник и на следующий день приготовить уже это блюдо. Мясо у нас уже хорошо замариновалось, и уже можно приступать к формированию короны. И хочу сказать, что духовку мы заранее включаем, чтобы отправлять мясо уже в горячую духовку. И я приготовила вот такую форму, кулинарную нить и фольгу. Это все нам понадобится для того, чтобы формировать корону и отправлять в духовку. Вот так соединяем ребра первые и последние между собой. Свяжем кулинарной нитью. Отправим на форму, чтобы сразу тут и формировать. Завязываем узелок. После выпекания мы срежем и удалим эту нитку. Поэтому я сделала чуть-чуть длиннее, чтобы мы видели и удалили. И для лучшей фиксации еще обмотаем с нижней части кулинарной нитью. Сделаем небольшой узелок. Еще для лучшей фиксации я взяла вот такую зубочистку, и мы соединим кончики ребер. И после запекания все нити и зубочистки мы обязательно удалим. Теперь мы берем фольгу и каждое ребро закрываем фольгой, чтобы во время выпекания они не подгорали. И вот так у нас получилось. Отправляем в заранее разогретую духовку. Режим у нас вверх-вниз на 200 градусов. Где-то на час-полтора. Мы будем смотреть по готовности мяса. Прошло уже 1,5 часа. И наше мясо уже полностью пропеклось. Вы не представляете, какие у нас дома ароматы. Сейчас нам нужно снять фольгу и смазать вот этим соком, который у нас образовалось после выпекания мяса.
И дальше отправим на 5 минут в духовку для румяной корочки. Еще решила на гарнир сварить молодую картошку. Немного сварим, а потом запечем в духовке. И отправляем в духовку на 5 минут. Пять минут прошло. Мясо уже полностью готово. Займемся болгарскими перцами. Картошку мы варили в течение 10 минут после закипания. А сейчас мы подготовим для того, чтобы отправить в духовку картошку. Маринуем картофель. Добавляем подсолнечное масло. Соль, паприку сладкую и черный перец. Все специи мы добавляем на свой вкус. Можно добавить еще разные другие травы. Картошка очень хорошо сочетается с итальянскими травами. Перемешиваем. Для того, чтобы равномерно распределить соль и специи. И я принесу противень и отправим, разложим на противне. Противень застелили пергаментной бумагой. И отправляем сюда картошку. Можно также сюда красиво выложить веточки розмарина. И целую головку чеснока. Мы так срезаем. Плодоножку. Предварительно чеснок, конечно же, нужно промыть. И вот так отправляем в духовку. И третью веточку розмарина. Отправляем в духовку на 220 градусов приблизительно на 15 минут. Режим у нас вверх-вниз. Очищаем и нарезаем болгарский перец. От семян очищаем, от этих белых пленок. И я покажу, как мы нарезаем наши болгарские перцы. Крупными квадратиками. Вот так. И также мы будем нарезать еще желтый перец. Так для нашего мяса будет очень красиво и нарядно смотреться. Разноцветные перцы. Еще хочу вот такой вот цвет взять, оранжевый, для полной красивой картины наших перцев. И какая красота, посмотрите, правда? Так ярко, красиво. Еще 2 зубчика чеснока нарезаем на такие вот крупные кусочки.
Разогрели сковородку, наливаем подсолнечное масло для жарки без запаха. И отправляем в наше масло перцы. И обжариваем. Мы должны добиться такого эффекта, знаете, как копченых перцев. И сюда мы отправим только из специй соль и чеснок. И все. Жарим перцы на среднем огне. И посмотрите, когда уже они стали такие золотистые, уже мягче стали, на этом этапе мы добавляем чеснок крупно порезанный. Нам не нужно, чтобы чеснок именно прожарился. В таком виде чеснок самый вкусный и не поджаренный. Сейчас все ароматы чеснок даст перцу. И еще добавляем пол чайной ложки соли. И буквально 1 минуту в таком виде перемешиваем. И перцы наши готовы. И вы не представляете, какие ароматные получаются таким способом перцы. И перекладываем в тарелочку. И уже можно собирать наше красивое блюдо. Мясо готово, перцы готовы. Будем красиво оформлять. И картошка тоже уже спеклась. 15 минут мы запекали такую картошку. Ой, смотрите, какой чеснок. Румяная корочка получилась. И благодаря розмарину получается очень ароматная картошка. Будем оформлять наше блюдо. Кладем запеченное мясо и срежем вот эти ниточки, которые мы привязывали для того, чтобы зафиксировать во время выпекания мясо. Еще вот эту ниточку. И у нас тут зубочистка есть. Тоже аккуратненько нужно будет достать. Угу. Я уберу этот противень. Далее выкладываем картошку вокруг мяса. Еще мы приготовим соус на основе вот этого запеченного чеснока, сметаны. Сейчас я вам покажу, как мы это будем делать. Тоже подаем вместе с мясом, с картошкой и с болгарскими перцами. А болгарским перцем мы будем фаршировать серединку нашей короны, мясной короны. И добавляем обжаренный болгарский перец. Вот сюда, в серединку нашей короны.
Правда, уже так красиво смотрится. Очень красиво и очень ароматно. Приготовим соус на основе запеченного чеснока. Перекладываем сюда в отдельную такую маленькую пиалочку чеснок. И отсюда немного. Разминаем до такого, знаете, пюреобразного состояния. Добавляем сюда сметану. Перемешиваем. Немного черного перца, щепотку, и щепотку соли. Хорошенько перемешиваем. И измельчим укроп. Укроп нужно мелко-мелко. Чем мельче будет укроп, тем вкуснее будет соус. Именно для этого соуса укроп идеально подходит. И добавляем в наш соус. Перемешиваем. Добавим остальную часть сметаны. Перемешаем. И уже наш соус готов. Даем буквально 5 минут для того, чтобы настоялся соус, пропитались все специи, чеснок с солью и чесноком и черным перцем. И можно уже пробовать. Очень вкусно и вместе с мясом, и вместе с картошкой. И вот такое королевское блюдо в виде короны у нас получилось. Сейчас мы порежем и посмотрим, какой здесь разрез. Мясо расходится аж как на волокна. Вот такое мягкое мясо получилось. Кладем на тарелочку. Картошку, овощи, и красный перец. Чесночный соус. И у нас получается сбалансированная тарелка. У нас и овощи, и мясо, и соус. Порежем картошку. Картошка полностью пропеклась. Мясо, посмотрите, сочное мясо. Мягко очень режется. Хочу попробовать, как получилась картошка. Картошку вкусно попробовать вместе с соусом. Очень вкусно получилось, друзья. Готовьте, пробуйте по такому рецепту.
Я думаю, вам очень понравится. Радуйте своих родных, друзей и близких. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди вас ждет много домашних, вкусных и проверенных рецептов. И попробую мясо тоже вместе с соусом. Мясо очень вкусное, нежное очень мясо получилось.